Кто такая Манижа? Манижа заставила блевать всю Россию. Чем вы будете удивлять публику в Европе? Ориентация Манижи не поможет ей выиграть Евровидение. Скажи, в чем фишка песни Russian Woman? Прочь стереотипы, прочь. Ага, ты не можешь эту песню напеть. Ну что ты сразу на хейт переходишь? Почему Россию на конкурсе представляет таджичка? Прекрати петь, откажись, не едь, ты не имеешь права, ты оскорбляешь чувства русских женщин. Следственный комитет призвали проверить песню Манижи на дискриминационные высказывания. Прошу вас, пишите мне побольше говна. Ты пыталась что-то в себе менять. Уменьшала талию, делала себе такое лицо, как будто у меня вообще даже пор нет. Домашнее насилие. Почему эта тема тебя так взволновала? Я просто его оттолкнула и сказала: не смей трогать меня. И он так испугался. Влюблена ли ты сейчас, и есть ли у тебя кто-то? Мам, он же сейчас узнает, зачем ты это сделала? Я знаю, сколько в последнее время тебе всего пришлось пережить. Я поняла, что я больше никого не буду никогда обсуждать вообще. Никогда. Манижа. Российская певица родом из Таджикистана. Говорит на 3 языках. Пропагандирует отказ от стереотипов. Представит Россию на Евровидении в 2021 году. Ой, я так волнуюсь. Так давно мы не виделись. Последний раз мы с тобой виделись на национальном отборе. Да. Где Ты даже на сцену выскочила. Я выскочила на сцену, мы с твоей мамой сидели, с Надей, и я сидела, и я сказала Наде: Надя, вот там объявят, если вы победите, вы все выходите. Она говорит: нет, ты пойдешь. Я говорю: нет, ну как я пойду, это ваше. Но знаешь, когда объявили твое имя, и что Россию будет представлять Манижа, я ничего не помню. В этот момент следующее мое воспоминание, как я около тебя прыгаю. А зрителям мы просто объясним, что мы с Манижей очень давно знакомы, с Манижей, с ее замечательной семьей. Поэтому это отдельная радость была для меня, когда я узнала о том, что ты будешь представлять нашу страну на Евровидении. Но давай все-таки попытаемся сохранить объективность. Я знаю, сколько в последнее время тебе всего пришлось пережить. Что ты сразу на хейт переходишь? Подожди, давай о хорошем поговорим. Подожди, у меня заготовлен главный вопрос. Хороший. Мы начнем с него. Скажи, Евровидение было твоей мечтой? Да. Вот как оно может быть не мечтой? С детства, на диване, всей семьей, смотреть Евровидение, обсуждать. Вот, кстати, теперь, после того, как я поняла, что я еду, и с тем, чем я дальше столкнулась, я поняла, что я больше никого не буду никогда обсуждать вообще. Никогда. От слова «вообще». Ну, вот мы обсуждали. После этого выбирали тех, кого больше всего верили, и наступал в тот момент голосование. Самый такой нервный. И вот я думаю, если я тогда на диване нервничала, что со мной будет там, я пока понятия не имею, честно. Я уверена, что в Ютубе найдутся комментаторы, которые напишут очень приятные вещи про то, что если ты не знаешь, что с тобой будет, зачем туда едешь. Я знаю, зачем я туда еду. Я не буду скрывать, что я буду очень сильно переживать, потому что я нормальный живой человек. И я люблю то, что я делаю. Вот ты упомянула о том, что вы смотрели всей семьей Евровидение. Все-таки расскажи, за кого ты там болела, кто тебе нравился, или кому-то, может быть, точно так же, как сейчас тебя, ты обсуждала, типа, да что это, зачем отправили? Я сейчас не буду это вспоминать. Скажи, интересно. Слушай, я могу тебе сказать, что последние, наверное, 5-6 лет не так следила за Евровидением. Вот в подростковом возрасте я все время его смотрела. Я помню, когда поехала группа «Тату», вот меня разрывало просто на части от радости. Я очень любила эту группу. И мне очень нравилась победительница еще Дана Интернешнл. Ну, в общем, мне кажется, все скандальные личности, которые были, мне очень-очень нравились. А за последние годы мне безумно понравился мальчик из Португалии, который пел эту трогательную... Собрал. Да, который пел на своем языке, который пел такую трогательную песню без спецэффектов под гитару. И я подумала тогда: вау, почему мы все не верим так в свой собственный язык и в простые вещи? Почему мы так любим прикрываться какими-то, я не знаю, масками и спецэффектами на сцене? И, кстати, он один из тех, кто повлиял на меня стать ближе к родному языку. Ты именно благодаря
тому его номеру решила, что если ты Ну вот, когда-нибудь... например, в прошлом году, извини, что перебила, когда... Не, в прошлом году не было, в позапрошлом году выступали конкурсанты из Франции, когда смешивали языки на сцене и на родном пели, и использовали английский. А я уже несколько лет это делаю, и мне всегда казалось, что это очень странно, наверное, меня не поймут. А сейчас я прям уверена в том, что я делаю. Потому что я перестала видеть границы. Не существует границы языка. Существует чувство, которое транслируешь ты, и оно ярче, чем любое слово. Давай все-таки вспомним вот этот момент. Никак не могу его забыть, когда тебя объявили. Я видела, как ты Я волновалась. тоже, знаешь, вас никогда вообще уводили. пока не могу забыть этот шок просто. Вспомни свою мысль, когда ты посмотрела на экран, на соотношение процентное проголосовавших зрителей и увидела свою цифру, которая была больше, чем чем цифра, которая была в двух оставшихся Я тебе честно скажу, у меня все плохо с математикой. И реально, мне казалось, что я вечность считала все эти цифры и пыталась понять, у кого же больше. И я вообще сначала подумала, что 2 Маши. Потом я такая, нет, подождите. И вот это просто чего? И мне прям видно, как я поворачиваюсь в камеру, типа у меня тут глаза, они, знаешь, так вот увеличиваются. И дальше, вот я даже сейчас вспоминаю, мне начинает все внутри переворачиваться. У меня начались вот так вот ноги трястись, руки. Я поняла, что, это тот самый момент, который я очень хотела бы разделить с бабушкой, которая много лет назад говорила, Манижа поехала на Евровидение. Она перепутала другой конкурс с Евровидением. И она тогда запустила эту информацию. И я стою вот в этот момент и понимаю, что, это так круто. Это так круто. Я, редко побеждала где-то или что-то. Просто уже на тот момент, когда я стою на сцене, я пою свою песню. Я выгляжу так, как я хочу выглядеть. Я не пытаюсь подстроиться под кого-то или чрезмерно сыграть на камеру, чтобы за меня как-то там все проголосовали. На тот момент, когда я стояла на сцене, я поняла, что впервые я должна отпустить все свои страхи, и я просто должна насладиться тем, что я делаю. Потому что в 2020 году я сидела дома, у меня не было концертов, я безумно скучала по публике. Это, кстати, один из первых таких концертов, когда мы вышли уже, и было в зале много людей, это был отборочный тур. И я светилась внутри. Я прям чувствовала, как этот свет проникает в музыку. И дальше это как сказка. Не все верят в сказки и зря. Я поверила на тот момент, что все возможно. Вот Евровидение было твоей мечтой, мы это уже обсудили. А попытки попасть на Евровидение ты предпринимала до этого? Честно? Да. Нет. Ну Была хватит, одна ты не рассыпала ситуация. всю мою схему. Нет, была одна ситуация, Так. очень смешная. Давай. Была припати у Юли Самойловой перед тем, как она должна была поехать на Евровидение. Вот, я туда приехала, меня Юля позвала. И я никого не знала. Кроме меня. Да. И ты там с Филиппом Бедросовичем, там где-то, я стою одна в красном костюме, вот, и какой-то молодой человек ко мне подходит, он единственный, кто что-то где-то обо мне слышал, видимо, я не знаю, может, перепутал с кем-нибудь, вот, и он ко мне подходит и говорит, там вот один блогер, можешь к нему подойти и дать интервью? Я такая, окей, ладно, блогер. Почему не журналист, блогер? Я подумала тогда, что была ошибкой, потому что многие блогеры действительно очень хорошие журналисты. И я подхожу к нему, и он оказался еще англичанином, он из Англии, и он начал со мной разговаривать. Мы так мило говорили. И вдруг он меня спрашивает, а кто поедет в следующем году? Я говорю, вообще-то я. Он такой, что, серьезно? Ты решила пошутить? Я пошутила, да. Я тогда шутилась, что он оказался очень популярным блогером, он написал огромную статью. Я ему рассказала, почему бы я хотела поехать на Евровидение, что я хотела бы там выйти с песней «I am who I am». Я хотела бы показать чистоту, открытость и настоящую естественную красоту на сцене Евровидения, без прикрас. И вот так это тронул разговор, что он написал огромную статью про мой флешмоб «Травма красоты», где женщины смывали макияж и показывали себя настоящими в кадре.
Вот. И это как-то разнеслось сначала по европейским пабликам, по каким-то СМИ, и потом начало это все приползать в наши СМИ, еще и тут подхватили, и там. И тут прилетает Юлия Самойлова, у нее спрашивают, а как вы думаете, кто должен поехать в следующем году? Она говорит, Манижа. И вот в тот день начали звонить все, РИА, Коммерсант и так далее. Ну, я, конечно, подумала, что комментировать что-то не нужно сейчас, потому что зачем объяснять шутку? Это будет сразу плохая шутка, пусть это будет интригой. Вот. И все, и на этом закончилась вся история, честно. Ну, я не предполагала, что в 21 году я буду сейчас сидеть напротив себя и рассказывать. Прикинь, я еду в Роттердам, прикинь. В общем, вы поняли, что мы вместе с Манижей поедем на Евровидение в голландский Роттердам. И там мы, как две, так сказать, русские женщины, будем общаться со всеми вокруг на английском языке, конечно. Голландский я не осилю никогда. А вот с английским, как выясняется, все не так сложно, как кажется. Нужно найти свою школу, которая подходит тебе, помогает тебе, ведет тебя, а не просто заставляет учить слова из учебника Бонка. Я нашла такую. И теперь вытягиваю свой базовый язык на нормальный уровень в онлайн-школе Wall Street English. Рассказываю. Мне, конечно, было очень важно, чтобы занятия проходили онлайн. И еще я не хочу вот этого русского английского акцента, который узнают во всем мире. И я не хочу уныло сидеть, слушать русского учителя и просто делать уроки. Мне нужен живой разговор, и чтобы меня вел наставник. Адекватные же требования. По-моему, нам всем такая школа подходит. Welcome to Wall Street English. Нормально получилось? Вообще, Wall Street English – это огромная международная сеть. 29 стран и 3 миллиона выпускников за почти полвека истории. Это мировой языковой лидер. Звучит внушительно. В России они уже 12 лет работают в офлайне, и вот сейчас всю свою программу перенесли в онлайн. И теперь самое крутое, что в рамках курса можно совершенно бесплатно, плюс к основным занятиям, разговаривать с носителями языка и студентами из разных стран мира – Италии, Франции, Испании и других. Это называется Global Teaching Community. Школа дает студентам возможность составить персональный график занятий, используя 22 часа в сутки. Для меня это дико удобно. Съемок много, график сложный. Под обычную школу я бы не подстроилась. Ну и самое главное, ребята, учебный курс отпад. Никакого русского на занятиях. Классные, реально интересные онлайн-пособия. Инновационная платформа с визуальным отслеживанием прогресса. И крутой обучающий сериал. У них есть специальная программа, которая слушает тебя, оценивает твою речь и дает советы, как улучшить произношение. А на разговорных занятиях, которые называются Social Club, мы в маленьких группах по 3-4 человека отрабатываем навыки с носителями языка. Это так не похоже на все английские курсы, которые я пробовала раньше. У меня есть свой персональный наставник, который курирует мое онлайн-обучение. Это как с частным репетитором заниматься, только круче. What is he doing? He kicking the ball. В общем, про Евровидение я вам, конечно, по-русски все расскажу. Но если вы хотите посмотреть конкурс в оригинале, не тормозите и отправляйтесь в Wall Street English прямо сейчас. За месяц хоть что-то начнете понимать. Пройдите тест на сайте Wall Street English и узнайте свой уровень владения английским языком прямо сейчас. А для снятия с ручного тормоза вот вам бесплатный VIP-урок и 30% скидка на онлайн-курс. Переходите по ссылке и скорее меняйте свою жизнь к лучшему. My name is Alena Blin. I'm from Russia and my 12 points go to Moldova. Прошло все-таки 3 года, но ты должна была все равно что-то сделать для того, чтобы обратить на себя внимание. Во-первых, Да, давай... конечно, я должна была. Знаешь, что я должна была? Да. Я должна была делать то, что я делаю. Писать свою музыку, работать со своей маленькой командой над нашими проектами, не изменять себе, и в один прекрасный момент у меня появится шанс выйти на сцену, и дальше уже будет решать зритель. Давай нашим вообще зрителям и всем тем, кто тебя обсуждал, кто не понимал, откуда, как взялось, как отбирали артистов, расскажем, как проходил национальный отбор. Вас было 3, там, да? Группа «Две Маши», Антон Беляев и Манижа. Вот откуда вы взялись? Вы подали заявки или как это все Нет, происходит? смотрите, во-первых, я правда не знала, кто будет еще. Я всю информацию видела только в СМИ. О том, что будет отборочный тур, я тоже не знала, и никто в команде нашей не знал. Нам позвонила Майя и говорит, вот мне позвонила. Майя, да, твой мой продюсер, директор. Майя Да, она позвонила и сказала, что Манижа, Надя, у нас есть возможность поучаствовать в отборочном туре. Но для этого нужно показать пару новых композиций.
Пару. Вот, пару. Ну, какие есть, типа, что мы не выпускали еще. Там же по правилам нельзя петь то, что уже вышло. А я сразу сказала же нет. После этого я перерыла весь материал. Мы отобрали 2 песни, 2 или 3 песни, отправили, и среди них была Russian Woman. Она еще так не называлась, она была просто драфтом, демкой. Вот. И только, наверное, когда 5-го вечером нам подтвердили, сказали, что Russian Woman, нам нравится песня, вы можете, вы можете участвовать в нашем отборочном туре. И я такая еще раз спрашиваю, а когда он? Он говорит, 8-го. А 7-го прогон. То есть, получается, сейчас ночь, завтра 6-й, у нас всего 2 дня. Ну, типа того. Вот я эти 2 дня никогда не забуду в своей жизни. Что в эти 2 дня вы делали? Вы искали... Ну, во-первых, дописывали песню. Во-вторых, придумывали с нуля концепцию всего номера. И нам нужно было всем сконнектиться, дописывать композицию. Нужно было сшить костюм, который делался тоже за сутки. И 7-го вечером мы уже были на прогоне, практически полностью готовы. Все по кругу борются, да не молятся. Сын без отца, дочь без отца, но сломанной фэмили не сломать меня. Ну, то есть то, что вы видите на экране, то, что есть на Ютубе, это то, что было создано из одного. Ну, а как ты думаешь, почему вас поставили в такие временные рамки? Почему так быстро все было? Ведь до этого честно было не знаю. вагон времени. Я правда не знаю. Мое внутреннее ощущение, что до конца не было понятно, будет ли все-таки Евровидение. Все-таки пандемия никуда еще не делась, и многие спорили и так и не понимали, будет ли или не будет сам этот прекрасный праздник музыкальный. Ну и плюс, наверное, Little Big все-таки должны были поехать в этом году, и, возможно, они ближе уже к дате понимали, что они подготовили песню. Я, честно, не знаю изнутри ситуацию и не хочу об этом думать, потому что мне есть над чем сейчас думать, это во-первых, а во-вторых, на тот момент я воспринимала это все как классная авантюра для своего профессионализма. Ну, то есть, смогу ли я, вот такой внутренний челлендж, смогу ли я за 2 дня вот так подготовиться психологически, выйти на сцену и не рассыпаться? Смогу ли я петь песню, которую еще ни разу нигде не играла? А все-таки любой артист, он любит немножко где-то, знаешь, там, как мы называем, обкатывание музыки. То есть новую песню где-то еще сыграл, посмотрел на реакцию, где-то что-то изменил. А тут я выхожу на сцену с недоделанной песней, все практически с нуля, и я должна сохранить внутреннее ощущение, что я уверена в том, что я делаю. Вот это для меня был челлендж. Уверенно. Вот это Лично у меня было ощущение, что этот номер готовили вот как раз, я не знаю, там, 2 недели точно вы его репетировали. Ну, а вот это оказалось... В эти моменты хочу похвалить себя и всю команду за профессионализм, который у нас есть. Скажи, в чем фишка песни Russian Woman? Прочь стереотипы, прочь. Вообще, конечно, неприлично ругаться матом, я хотела по-другому это сказать. Ну, ты поняла, короче, да? Вот эти стереотипы, как должна выглядеть женщина, кто такая русская женщина, и вот это все. Это все самоирония. В этой песне я вложила те слова, которые я очень часто слышала и слышу. Я знаю, что очень многие женщины эти слова тоже слышали с детства. Те установки, которые потом мы с трудом из себя вытаскиваем. Когда мы с трудом себя убеждаем в том, что ты имеешь право на свой собственный выбор. Ты имеешь право надеть то, что ты хочешь. Ты имеешь право весить столько, сколько ты хочешь. Ты имеешь право быть замужем или не быть. Ты имеешь право решать, когда ты хочешь ребенка, а не общество должно тебе каждый день, как вороны, знаешь, что тебе как? Где? Тебе уже 30. Алло, где же дети? Представляешь? Как ты сама ее оцениваешь с музыкальной точки зрения? Объясню, почему спрашиваю, потому что что Виктор Дробыш считает, что это плохо. Потому что Виктор Дробыш мне сказал, ага, ты не можешь эту песню напеть. Мне просто интересно, если я не получил ни одного вообще, в принципе, положительного комментария относительно песни, а не певицы, то откуда вдруг взялось так много положительных голосов за А что вам не нравится? А что вам не нравится в песне «Манижа»? А это песня? Напой. А разве нет? Ну, напой. А я же такая сгруппировалась, я ее помню, я ее слушаю. Но даже когда он мне в лоб залепил, можешь ли ты ее напеть, я же напела, перепутала там слова в конце.
У меня почему-то там было «Все подруги молятся». Подруги, понимаешь, у тебя там по кругу молятся, да? Моя по музыка — кругу. это терапия, понимаешь? Значит, у тебя внутри есть какой-то неразрешенный конфликт с подругами, которые молятся, или ты молишься на них. Так, давай покопаемся изнутри, поймем, что там такое, Алена? Да, давай все-таки вернемся. Как ты ее оцениваешь с музыкальной точки зрения какой-то хитовости, быть может, да? Ну, во-первых, я не Привязчивости там люблю... Хитовость — это очередной стереотип. И никто, на самом деле, никто не может ответить, что такое хит и что по-настоящему людей заставляет двигаться и подпевать. Я лично могу отвечать за то, что мне дико кайфово находить между собой сплетение разных жанров. Русская женщина, она настолько многогранна, так же, как и вся эта аранжировка. Ее писали разные совершенно по культуре люди и вложили туда частицу себя. То есть там есть и балканские биты, там есть и народные, русские народные пляски, там есть и современный хип-хоп, который существует сегодня. Я просто, понимаешь, я наигралась уже во многие жанры. Наигралось плохое слово. Я всегда изучаю музыку, мне скучно застревать только в одном. Я хочу добиться в своей творческой жизни, в своей музыкальной карьере очень важной фразы от аудитории, когда я могу делать любой жанр, а они мне говорят, ну это Манижа, она имеет право. Я имею право спеть романс. Как быстро мы стали старше, как многое слишком важно, и мы бежим по кругу. Я имею право сделать просто лютую попсу. Можно так шустро променять мои чувства на искры от люстры. Мне искренне пусто, искры от люстры. Я имею право сделать очень сложный трек, который будет тяжело восприниматься аудиторией. Самое главное, чтобы мне было интересно. И когда мы писали «Русскую женщину», мы ее сделали 8 марта 2020 года в городе Тель-Авив. И мы собрались случайно, совершенно случайно, с двумя музыкантами. Одного зовут Ори, и второго тоже зовут Ори. Да? Вот. И они написали «Русскую женщину». И они мне показали какой-то набросок аранжировки, я начала напевать. И ребята не говорят по-русски. Мы общались только на английском. И когда я пела на русском языке, и они говорили, боже, русский язык — это так необычно звучит, это так классно. Почему мы так мало слышим русский язык в музыке? Почему я так много получаю сообщений, да как она поедет на Евровидение, если она будет петь на русском языке? Она же должна спеть на английском, чтобы прогнуться, встать в рамку, как там принято, и чтобы возможно... Не принято, а понятно, чтобы люди в Европе понимали, Но мы же о чем понимали песня. вот этого Сальвадора, мы же понимали других артистов, мы же понимали, что есть над музыкой еще нечто большее. Концепция, визуальная подача. Нельзя игнорировать сегодня то, что это очень важно. Месседж, который ты несешь, то, о чем ты говорила. И я знаю, что ты понимаешь меня. Я не буду тебя убеждать Да. в том, что важен месседж в песне. Скажи, кто текст писал к этой песне? Текст я сама писала. Ты написала сама этот текст, который разобрали по цитатам, и который декламировал Владимир Жириновский. Сын без отца, дочь без отца, но сломанной семье не сломать меня. Тебе уже за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, ну вот похудеть бы. Что за слова? К чему они зовут? Похудеть, худей дома, это ожирение во всем мире проблема. Что напоминать, что кто-то без отца, без матери? Ты же всему миру будешь об этом говорить. Что у нас до сих пор огромное количество детей растут и живут без отца и без матери. Это успех. Скажи, а вот за сколько ты написала эту песню? Вот, Получается, 8 тоже марта за один день. И текст написан. Да, за мы один все день. написали, мы записали драфт на студии, и все, и так и оставили. Больше не притрагивались к этой песне до этого важного события. Будет ли она изменена, либо дополнена, может быть, какими-то английскими вставками? Там, я не Нет. знаю, что. Вы не будете трогать? Нет. Я буду петь на русском языке. Там достаточно английских слов в этой песне. Я выступаю, в первую очередь, для своей страны, на самом деле. Я это делаю для того, чтобы вдохновить девчонок на то, что, вау, я тоже так могу. Оказывается, я могу оставаться собой,
не пытаться коверкать и петь на английском, не пытаться соответствовать, а я могу так же, как она, чего-то добиться. И, конечно, мне важнее, как услышат эту песню русские женщины, чтобы они услышали это. Ну, понимаешь, голосовать-то будут не русские женщины, а голосовать как раз И будут представители... Знаете, мы так воспринимаем Евровидение как поле битвы, да. Вот сейчас едет Манижа, и мы должны всей Европе доказать, чтобы все дали нам баллы. Для этого нужен английский текст, больше страз, юбка короче. Ну, то есть, возможно, я раздражаю очень многих тем, что я искренне еду на Евровидение, в приоритет ставя не победу. Я оставляю для себя самый главный приоритет — это остаться собой и делать то, что мне нравится. И это раздражает, понимаешь? Ну как так можно? А мне кажется, только так и нужно. Прошло уже вот это время. Прошло время, когда нужно подстраиваться и делать, я не знаю, воспринимать Евровидение как поле битвы какое-то очередное, ввязывать себя в какую-то политику. Я не хочу этого. Ну, может, все идет от того, что Россия слишком давно не побеждала на Евровидении. Один раз всего у нас это удалось сделать Диме Билану. И потом вот эти вот мытарства победить Евровидение второй раз продолжаются из года в год, что-то пытаются придумать. Но самое интересное, что там на Евровидении важна не только песня, важен еще номер. И вот я хотела у тебя узнать, что вы подготовили, чем вы будете удивлять публику в Европе. То есть, я тебе не расскажу, там же... я тебе не расскажу, пусть это останется тайной. А что там будет такого? Почему нельзя раскрывать? Ну, пусть это останется тайной. Там будет очень важный элемент в конце, и он ответит на все вопросы, которые сейчас у многих есть. Почему разве она может назвать себя русской женщиной? Так. Я на сцене Евровидения отвечу на этот вопрос. У меня сейчас мысль начала работать, что ты можешь такое там выкинуть. Вы все увидите, я не буду раскрывать тайну. Хорошо. Но я знаю, что также ты шьешь какой-то интересный наряд. Ну, я не шью его сама. Шьет его мама Да. с своим партнером Светланой Сериковой. Костюм будет собран из лоскутков народов России, тканей народов России. То есть мы действительно реально собираем эти кусочки ткани. Люди присылают на почту фотографию, мы выбираем, они пишут регион, им присылают нам, вот из Якутии нам вчера приехал очень красивый отрез ткани, который будет на костюме. А сколько там всего будет национальностей? Пока секрет. Пока собираем. Таинственная девушка. Манижа. Мне кажется, что за последний год даже самые яростные ретрограды отказались от покупок в обычных магазинах и перешли в интернет. Я вот и продукты заказываю, и косметику, и подарки, и гаджеты. Недавно знакомые показали мне отличный онлайн-сервис, который позволяет здорово сэкономить на этих покупках. Это кэшбэк-сервис Letyshops. Все знают, что такое кэшбэк, но вот повышенный и даже гигантский горящий кэшбэк – это кажется какой-то фантастикой. Тем не менее, ребята из Letyshops как-то ухитрились договориться с сотнями онлайн-магазинов и дают нам возможность вернуть часть потраченных денег. Хитрость в ограниченном предложении. Например, всеми любимый AliExpress 15 по 18 апреля увеличивает стандартный кэшбэк в 3 раза. Представляете? То есть, если бы вы вернули 150 рублей с покупки с обычным кэшбэком, то с горящим вы вернете целых 450. Смотрите, как это делается. Заходите на сайт Letyshops и прямо на главной видите магазины с самым крутым кэшбэком. Они выделены красной рамкой. Нажимаете на интересующий вас магазин, после чего переходите в магазин с сайта Letyshops. И все, горящий кэшбэк для вас уже активирован. Нюанс в том, что количество активаций ограничено, а после активации у вас есть несколько часов на совершение покупки. Поэтому многие советуют, не жгите кэшбэк зря. Сначала решите, что именно вы хотите купить, и вперед на Letyshops за своими деньгами. Загружайте приложение на свой телефон или регистрируйтесь на сайте Letyshops, чтобы выжать из своих интернет-покупок максимум пользы. Вот не хочется вообще вот это вот слово там произносить. Хейт, хейтеры, там прочее. Меня оно вообще раздражает. Комментаторы, так будем их называть. Просто комментаторы. Я для себя, читая все вот эти вот мнения на твой счет, выделила некоторые группы вопросов, которые волнуют всех, кто это писал. Чаще всего пишут, кто это? Кто такая Манижа? Давай для них в 3, не знаю, 4 предложениях расскажем все-таки, кто ты такая. Человек. Все, это одно слово существует на этой земле. Очень приятно познакомиться.
теми, кто задает этот вопрос. Это все. Больше не будем отвечать на, да? Ну, я не Пояснять умею. Ну, там? как ты хочешь, чтобы я что сказала? Сейчас придумала тезисно, смаркетировала себя, как кто такая Манижа. Ну, некоторые, знаешь, начинают рассказывать, что они вот там 20 лет на сцене, там, да я победила на таких-то конкурсах, меня уже знают, я записала 5 альбомов. Да кому это интересно? Ну, правильно. Это никому не интересно. Я вот могу предложить им послушать музыку, и они дальше сами определят, кто такая Манижа. Второй волнующий безумно комментаторов вопрос, почему Россию на конкурсе представляет таджичка, как они пишут. Вот что это такое там. Что бы ты им ответила? Я считаю, что мы все немножко запутались. Россия — это страна братских народов. Мы вспомним Советский Союз, как много было рядом государств, и как много до сих пор остается внутри России разных людей, разных национальностей. Это во-первых. Во-вторых, метисы у руля всего мира сейчас. Нет никого, практически нет этой... Короче, вот этот стереотип, вот чистая кровь, он где-то заложен, я не знаю, он в голове, а не в крови на самом деле. Потому что если вы сделаете ДНК-тест и проверите свою родословную, вы убедитесь, что вы относитесь к совершенно разным национальностям. Я, кстати, ты делала? Я так делала, да. Расскажи. Я так делала. У меня было около 32, по-моему, национальности. 32 национальности да. в тебе намешаны. Да. И ты можешь прямо видеть путь, как твои близкие, предки шли этот Кого путь. в тебе больше? Азиатских кровей у меня очень много. А удивительно, у меня есть финские корни. Потом. У меня тоже. Да. У меня есть русские корни тоже. У меня есть американские индейцы. Очень много. Если начну перечислять, там и английские есть корни. И если каждый человек начнет изучать себя больше, он поймет, что не существует этого придуманного слова, не знаю, национальность или принадлежность. Конечно, я знаю очень много ребят, которые родились в России. Вот, например, одна из девушек, которая летит со мной туда, в Роттердам, моя бэк-вокалистка Василиса, она на одну часть афроамериканка. И она родилась в Москве. И она говорит на русском языке, и она прекрасно поет и делает много хорошего для страны. И когда случилась вся эта волна хейта, связанная по национальному признаку, мы с ней, конечно, долго говорили о том, как это несправедливо, потому что она себя чувствует русской женщиной, она имеет право на это чувство. И я имею право на это чувство. Я 30 лет живу в этой стране и знаю культуру, и думаю, чувствую на русском языке. И как-то, мне кажется, несправедливо к людям так относиться. Неправильно говорить, что если ты другой национальности, ты не имеешь права представлять Как думаешь, Россию. все-таки почему в нашей стране вот именно сейчас мы увидели все, что так популярен, даже я не знаю, как слово подобрать, расизм, ксенофобия? Ксенофобия, расизм. Слушай, это не только в нашей стране. Вот вспомнить, как некоторое время назад, когда в Америке была эта волна BLM, и как люди у нас в стране дискутировали, что, ой, ну у нас такого, конечно, нет. Вот, ну вообще это, у нас такого нет. Ну это вообще, вы видели, что там происходит? Но на самом деле у нас такого немало. У нас своя ситуация. И над ней нужно работать. И на самом деле, когда я увидела вот это все вокруг себя, эту концентрацию ненависти, концентрацию сексизма и ксенофобии, я испугалась, конечно, мне было плохо, я несколько дней очень сильно плакала, но потом я выдохнула, я поняла, что все, что я до этого делала в своем творчестве, это касалось этих тем всегда. Меня все время спрашивали: Манижа, ну вот вы там посол доброй воли ООН по делам беженцев. Ну чего же вы об этих беженцах все время говорите, о мигрантах? Ну, у нас же нет в стране. Вот вы сталкивались с расизмом в своей жизни, меня спрашивали. Я на тот момент говорила да. Вот на тот момент я не осознавала, что я не сталкивалась с расизмом. Сейчас я реально с ним столкнулась, вплоть до как бы реальных угроз, которые приходят постоянно от анонимные сообщения. Чем угрожают? Что пишут? Что разрежут меня на кусочки, что, я не знаю, то, ну, типа, прекрати петь, откажись, не едь, ты не имеешь права, ты оскорбляешь чувства русских женщин, если ты будешь продолжать это делать, ты не будешь жить в этой стране, мы тебе гарантируем. И вот такие вот сообщения приходят мне систематически.
А ты когда-нибудь, ты когда их читала, ты, не знаю, там, заходила на эти профили, ты видела, кто это пишет? Это не, это, мне кажется, это какие-то когда боты. люди, как боты, да. Как, либо Анонимные это боты, либо аккаунты, то это есть. люди, которые скрывают свою личность, и они заходят под фейковым аккаунтом и начинают писать тебе эти сообщения в огромном количестве. То есть они не просто отправили одно сообщение, они его повторяют, чтобы ты его увидела у себя в Приходили тебе мысли, кому это выгодно тогда, если это, например, боты, если это какие-то, не знаю, атаки там вот этих клонов, анонимных аккаунтов? Кому это может быть выгодно? Я не знаю. Я не знаю, кому это выгодно, и мне очень жаль этого человека, если ему это выгодно. Но я тебе хочу сказать, чтобы ты не расстраивалась, потому что все адекватные люди на самом деле на твоей стороне. У меня куча знакомых людей, которые были шокированы этим хейтом, не меньше там тебя. Они говорят, господи, за действительно, что? поддержки же очень много в ответ пришло. И знаешь, я рада, что, возможно, песня кому-то может и не нравиться, и это окей, я к этому нормально отношусь. Но я очень рада, что именно эта ситуация, именно эта песня стала началом для нашей новой дискуссии в обществе. И очень многие люди ко мне пришли не из-за песни, а из-за этой дискуссии. И я готова быть человеком, который возьмет на себя этот удар ради того, чтобы люди увидели, как не стоит относиться друг к другу. Чтобы люди были добрее друг к другу. Ты же сама прекрасно сталкиваешься с этим хейтом Целыми постоянно. днями я читаю, конечно. Как Это ты неприятно. как ты на него реагируешь? Я? Да. Мне это глубоко уже давно не трогает. Первый выпуск я переживала, смотрела. Потом я поняла, что это пишут люди, которым очень скучно жить. У них своя жизнь интересная. Им вот интересно туда зайти и гадость какую-нибудь написать. Но здесь нет, мне кажется, что это связано же с уровнем жизни. Да? Типа вот, объективно, когда человек находит в себе силу написать вот этот ужас, да, в комментариях, по-другому его я не могу назвать, то это символизирует то, что он настолько зол сейчас. То есть общество обозлено сейчас. Я думаю, что, знаешь, как бы, окей, если люди, если вам становится легче после того, как вы мне пишете говно, пишите мне говно. Серьезно. В плане, если вы высвобождаете этот негатив из себя, и у вас появляется сила сделать что-то хорошее, прошу вас, пишите мне побольше говна. Я его вынесу. Самое главное, чтобы вы его в себе не копили. Это очень важно. И научились менять ценности внутри, и научились управлять своей энергией. Конечно, правда, очень многим нужна поддержка. Очень многим тяжело находиться в тех условиях, в которых они находятся. Кто твоя самая главная поддержка? Кто тебя, вот, не знаю, утешал, поддерживал, когда ты вот на тебя обрушилось это все, этот шквал критики и всего? Моя команда, моя семья. Особо больше ни с кем не контактировала. Честно говоря, я телефон при себе не держала первую неделю, потому что поначалу, как бы, после того, как объявили результаты, я еще несколько часов брала в руки телефон, и мне приходили сообщения от друзей, знакомых, там, вау, мы поздравляем тебя. Потом я приехала домой где-то ближе к 5 утра, начала читать, что там происходит дальше, а у нас 9 марта был конкурс, господи, все. 9 марта у нас был Крокус Сити, сольный концерт, впервые за долгое время после пандемии. На следующий день. На следующий день. И вот я до выхода на сцену постоянно была с этим телефоном, и каждый раз, когда туда смотрела, начинала плакать. Ну, типа, я реально я не понимала, типа, как себя успокоить. То есть я еще взбудоражена от победы, и вот моя эмоциональная система, нервная система вообще уже не вывозит это, потому что еще вот эта негативная волна, и еще у меня 2-часовой концерт. Вот мне нужно выйти на сцену наполненный. Мне нужно улыбаться. Эти люди потратили свое время, свои деньги, и денег сейчас мало. И они пришли, и я вот выйду на сцену в таком состоянии, типа, камон, надо собраться. Но весь прикол в том, что меня так зарядили эти люди. Они мне столько дали, каждый по чуть-чуть сил, что я реально 2,5 часа плясала, как сумасшедшая на сцене. И вот тогда я выдохнула и поняла, что телефон я в ближайшее время трогать не буду. Сейчас более-менее уже общаюсь. Мне очень понравилась вообще твоя реакция на всех этих хейтеров, которую ты выдала через несколько дней, сняв ролик в Ютубе. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Ваша представительница», в котором ваша представительница расскажет вам, кто такая ваша представительница в вашем представлении. Друзья,
И для того, чтобы разобраться в вопросе, кто такая Манижа, мы пригласили эксперта в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования Вениамина Александровича. Здравствуйте, Вениамин. Категорически вас приветствую. К Маниже домой мы украли ее скелет, пока она спала. А лабораторные исследования костей показали, что Манижа не просто не русская. Она вообще не человек. Манижа – это соль! И вы можете это доказать, да? Кем бы я был, если б не мог? Как это может представлять Россию на Евровидении? Расскажи, откуда идея этого ролика, и там такая же концовка смешная. А кто на самом деле Манижа? Соль. Манижа — это соль. Соль, которая сыпется на раны, как бы, да, на раны нашего общества, которые не могут терпеть эту боль. И пишут мне об этом в комментариях. И обсуждают это за столом, за завтраком. О том, неужели в нашей стране существует ксенофобия? Серьезно? А какая-то реакция была на этот ролик уже людей, которые вот до этого критиковали тебя, а потом посмотрели и изменили свое мнение? Я просто верю в такую теорию, что если мы хотим избавиться от хейта, мы должны забрать право на хейт себе. То есть мы должны что сделать? Включить самоиронию, улыбнуться, рассказать всем правду. Правда в том, что я действительно соль. Но реакция многих была: в смысле? Ты в смысле нам так? В смысле ты так отреагировала? Нет, я сейчас не буду ей писать. Нет, напишу. То есть как бы была такая... Кто-то продолжал писать, но очень многие потом переключились. То есть сначала очень много было про национальность, что я, значит, оскорбила всех русских женщин, что я вообще не выгляжу как русская, не имею ничего на это права. А потом типа было: слушай, песня говно. И тут началась следующая волна. Нашли еще одну причину. Я знаю, что найдется потом еще одна. Я, в принципе, наконец-то поняла, что бы ты ни делал, всегда найдется тот, кто что-то произнесет. И это прекрасно. Единственное, что еще меня испугало, это, конечно, реакция СМИ. Не везде была адекватная. Вот эта ориентация Манижи не поможет ей выиграть Евровидение. Или Манижа заставила блевать всю Россию. Знаешь, типа... или когда они уже начали писать откровенное вранье, когда они начали писать какой-то ужас вокруг Слушай, моей лично семьи, меня моих больше близких. всего напугало сообщение о том, что Следственный комитет призвали проверить песню Манижи на дискриминационные высказывания. То есть ты представляешь, Экстремизм. в Следственном комитете как мало других дел, что им нужно вот провести расследование по поводу твоей песни. Вот меня лично это напугало. Видишь, провели же расследование. А что, кстати, выяснили? Что там? нет никакой причины. А тебе прислали или где-то опубликовали там это вывод? опубликовали в СМИ этот вывод. Следственного комитета ответ официальный. Да. То есть они подготовили. Что они не нашли никакой. И быстро отреагировали. Да, быстро Наверное, отреагировали. гораздо быстрее, чем когда у них запросы на какие-то дела, которые висят годами. Правильно? Не знаю, Алена. Да, видишь, ребята, давайте через Евровидение посылайте свои запросы. Везде подпишите Манижа Евровидение, а внизу свою проблему. отреагировал, ребят, надо просто поехать на Евровидение. Да, просто и надо что-то поехать на такое Евровидение. написать Да, или провокационный- родиться в Таджикистане. Песня на самом деле затрагивает глобальные проблемы и реальные стереотипы о женщинах. Она несет определенный месседж избавления женщин от комплексов, там, от всего вот этого. Скажи, какие свои комплексы ты в себе преодолела? Слушай, у меня их еще много, но какие-то точно я смогла успокоить и, так пафосно скажу, отпустить. Например, я точно знаю, что я никому ничего не должна, касаемо своей внешности. Что другой такой нет. Я не сравниваю себя там с другим человеком, потому что я понимаю, что у меня свое уникальное строение тела. У меня свой голос. Я точно знаю, что у меня есть право выбора. И вот эти все, знаешь, по пунктам, если по песне разбирать, это было написано не в состоянии, когда я находилась во внутреннем каком-то конфликте и страдании. Я эту песню уже смогла написать, когда я переработала все эти вещи. А вот до переработки, до того, как ты переработала, что тебя больше всего беспокоило? Какие вещи в себе ты не принимала? Меня всегда беспокоило, насколько пластиковым выглядит
медиа-реальность вокруг, что вот эта острая реакция на тему, как ты можешь петь сын без отца, там, дочь без отца, про неполные семьи, надо петь только про семьи счастливые и так далее. А почему? А почему, если у нас такой высокий процент, да, типа людей, которые разводятся? Почему это сразу плохо? Почему, может быть, наоборот, легче, если люди разойдутся и построят свою жизнь еще раз и еще раз лучше, и будут счастливее? Ведь в конце концов мы живые люди. У нас еще впереди столько времени. Вот беспокоиться нужно только о том, сколько времени у нас, а не о том, сколько мы сидим на месте. Меня всегда очень беспокоило те стандарты красоты, которые нам предъявляет медиа. Все медиафасады и так далее. И то, как должна выглядеть артистка на сцене. И то, как не должна выглядеть артистка на сцене. Ты пыталась что-то в себе менять? Да, я не раз пыталась. Я очень много об этом рассказываю, что я хотела и операцию на нос сделать, я очень хотела увеличить себе губы, что только не хотела сделать. И на самом деле я не вижу в этом проблемы. Если вы хотите это делать, делайте. Просто я всегда говорю, самое главное, не обманывайте нас. Особенно если это люди, которые очень популярны, которые сидят и говорят, не, я не увеличивала себе губы. Нет, грудь у меня своя. И как бы зачем? Зачем вы становитесь примером, токсичным примером для молодых девчонок, которые потом ненавидят свое тело и думают, что кто-то вот так родился, а я нет? Безусловно, есть люди, у которых там родились с определенным размером груди, с определенной формой губ, но я точно знаю, что есть те, которые боятся признаться в том, что они ходили к пластическому хирургу. А зачем вы боитесь? Кто вас за это осудит? Вы классно выглядите, супер, вы сделали себе там что-то. Ну здорово, но скажите только то, что благодаря пластическому хирургу, а не вот это, типа, я вот родила, и уже через неделю у меня нет живота, и все. Я не делала в лапе на себе как бы живот и не выкачивала все жиры. Я просто так выгляжу. Я просто так выгляжу, да. Что тебя остановило вот в этом желании, когда ты говоришь, я хотела себе и нос, и губы, и все? Но ты же в какой-то момент остановилась, или ты все-таки что-то делала? Суровая мать. То есть мама вышла и сказала нет? Ну да, это во-первых. Во-вторых, меня испугало самое главное, это когда на улице я встречала людей, которые меня узнавали, они мне говорили, что я в жизни выгляжу иначе. И я такая, в смысле? То есть я что, на сцене симпатичнее, что ли? Или на фотках я другая? Я потом стала изучать свои фотографии и поняла, что я везде в определенном ракурсе. Везде втянула живот, везде спинку выпрямила, понимаешь, везде улыбаюсь. Я же не хожу так в жизни, это было бы очень страшно, если бы я ходила вот так все время. Но я могу расстроиться в жизни, я могу отечь, я могу выпить и выглядеть утром не очень. Ну, это нормально. И я поняла, что, оказывается, я не принимаю себя просто в повседневной жизни. Но я же не картинка, и мне страшно стало того, что я не узнаю вот эту девочку в Инстаграм и вот эту девочку в зеркале. И нужно срочно сокращать дистанцию. Нужно что делать? Меньше фильтров, а теперь вообще их нету. Там, не использовать фейстюн, я его использовала, я себе, знаешь, это уменьшала талию, там, живот, там, типа, делала себе такое, я не знаю, как назвать такое лицо, знаешь, вот как будто у меня вообще даже пор нету. Не то, что у меня морщин нет, у меня пор нет, знаешь, зубы отбеливала себе, как бы, да, там вот это все. И когда я перестала о себе врать, когда я намеренно оставалась на фотографии такой, какая есть, и намеренно уже несколько лет, когда мы участвуем во фотосессиях, в фэшн-журналах, у нас главное условие, что никакой ретуши. То есть никакой ретуши на лицо, не видоизменять мое тело и даже не менять складки одежды. Иногда просто, чтобы красиво было, начинают вот менять складки, а мы просим, что вообще не должна никакая быть ретушь. А тебя убеждали, что типа, ну нет, давай Конечно, меня убеждали. Однажды с одним фотографом я прям очень сильно поругалась на фотосессии, потому что он назвал это тупостью, и что есть искусство, и в искусстве можно врать и делать еще более красивым реальность. Искусство существует для того, чтобы реальность была не такой ужасной. Я говорю, а реальность не так ужасна. Просто ее нужно показать. И она не будет такой ужасной. Если тебе предложат обложку какого-то мирового издания, я не знаю, после Евровидения, чем черт не шутит? Потому что ты выиграешь, там, о тебе заговорят все. И там тебе поставят условие, что давай мы все-таки, у нас есть определенные законы, мы обработаем тут. Не, я ты откажусь. готова вступить в конфликт какой-то? Да, я просто... Ты откажешься? Да. Какая ты принципиальная девушка. Не, ну серьезно, а в чем смысл, понимаешь? Я несу ответственность за то, как я выгляжу и что я транслирую.
Я беспокоюсь о девочках, подростках, у которых сейчас огромное количество кризисов из-за существования социальных сетей и желания быть популярными. И я им хочу показать другой пример, что, оставаясь собой, тоже можно быть популярной и делать свое дело. Но вот вообще я заметила, что у тебя вот этот вот период, когда ты изменила свое мнение и стала, пошла в сторону естественности, совпал и с творчеством, с творческим периодом. Потому что, насколько я помню, начинала ты как раз-таки с такой стандартной попсы, Конечно. пела песни, участвовала в этих конкурсах, вот вся вот такая. А в какой-то момент ты просто от всего этого отказалась и совершенно изменила музыкальное направление. А что было, вот, что тебя заставило повернуть? Какой момент вообще в жизни? Не было такого, что я, типа, перестала петь попсу и сразу же до следующий день изменилась. Перестав петь попсу, я стала делать такое дерьмо, что даже слушать не могу. Дерьмо? Да, я стала делать намного хуже музыку. Я себя кормила вот этими завтраками, что вот завтра я вот это сделаю. Или там я себе говорила, да нет, просто они не понимают. А я вот как бы просто андеграунд. А потом я подумала, что это даже не андеграунд, это просто настолько бездушно, там нет никакого, там нет мысли. Музыка должна нести в себе мысль. Выходя на сцену, смотря в глаза человеку, я должна с ним разговаривать. И о чем я с ним буду разговаривать, если я пою что-то фальшивое? Это был долгий путь, Алена. Мне было 18, когда прекратил существование проект «Рукола». И вот только в 27 я более-менее пришла к себе. И мое звучание изменилось. Поверь, у меня был период, когда я думала, что я буду делать только англоязычную качественную музыку, потому что я кому-то нужна. Ну, я не была нужна своей англоязычной качественной музыкой, потому что ее просто полно везде, понимаешь? Научиться хорошо делать можно, на самом деле, пойти к классным профессионалам там, и так далее. А вот как бы оставить что-то надолго — вопросики. Но на самом деле интересно, вот с 18 до 27 получается, что ты занималась не тем. Поиском. Я искала поиском. себя. Это такое, знаешь, отшелушивание. Это постоянное отшелушивание. Это огромное количество ошибок, это огромное количество слез. Это огромное количество ненависти к себе, которая со временем стала меняться. И я меньше ругаю себя. Я ругаю себя, но я справедливо к себе отношусь. Я осознанно себя ругаю. Я хорошо понимаю, где я поступила плохо, а где нормально. Вот ты упомянула про ошибки. А вот поездка в Лондон и твое пребывание там, это тоже относилось к поискам Поездка себя? в Лондон не была ошибкой. Ошибкой были иллюзии, которые я все время строила вокруг Лондона. Что тебя там разочаровало? Я сама себя разочаровала. Я вдруг поняла, что я пустая. Что, ну да, вот я всегда думала, что вот я поеду в Лондон, и вообще я должна была там родиться, потому что я с 11 лет пишу музыку на английском языке. Ага. Я приехала туда и поняла, что в моей музыке нет жизни, в моей музыке нет правды, в моей музыке я должна быть откровенной. И я стала писать свои, я их называю таким дурацким пафосным словом, мемуары. Все песни. Сколько тебе лет было? Ну, это был как раз 2014-2015. 23 года ты мемуары решила начать. Я начала мемуары, точнее, знаешь, неправильно. Я стала петь песни, которые определенно точно отражали мое состояние. Я стала их писать. Я их никому не показывала, потому что я их очень сильно стеснялась. Я думала, что, во-первых, они все были на русском языке. И я тогда же думала только английский, вот это все карьера, а самые честные песни на русском получаются. И я чувствую так. А потом я все потеряла в этой Англии и ни с чем вернулась в Москву. И чувствовала себя отвратительной. И думала, наверное, нужно забить на музыку. Но потом появился Инстаграм в моей жизни, который... Ну, давай чуть-чуть подожди, я вернусь все-таки в Лондон. Я читала, что ты отказалась подписывать контракт с продюсером Майклом Спенсером, который... Майком Спенсером, который работал с Кайли Миноуг, Джимми Роквая.
Расскажи об этой истории. Скорее не с Почему ты ним, а с отказалась? лейблами. Потому что, понимаешь, я бежала отсюда с мыслью, что вот здесь нет свободы в творчестве, вот надо сделать здесь формат, чтобы быть популярным, что отчасти правда на самом деле. Но приехав в Англию, там то же самое, там свой формат, там свои кабальные условия. Там ты все равно, там меньше свободы на самом деле. Особенно мне, человеку, для которого английский язык — это не первый язык. Для которого все-таки культурный код оставила Россия очень сильно внутри. Я очень люблю селедку под шубой, понимаешь? Кому это объяснить? Так почему с ним ты отказалась подписать все-таки контракт? Не с ним, а с лейблом. С Я лейблом. отказалась, потому что испугалась. Ну, обосралась, если как это сказать. Не почувствовала себе сил. Я серьезно говорю. Хуже, чем я, себя критиковать никто не может. Поэтому все эти хейтеры вообще, ребят, расслабьтесь, поверьте. Вот. Ну, потому что там очень много было людей, намного талантливее меня. И я это осознавала, понимала, что мне нужно очень много работать. Я хочу быть независимым артистом, я хочу быть легче, я хочу отвечать за свои поступки, нести за них ответственность. А с лейблом так не получится. Будет всегда кто-то, кто будет диктовать и говорить: ты так хочешь? Понятно, прикольно, но давай-ка мы вот это переделаем. И вообще нужно сейчас вот так, потому что вот в топе стоит вот это имя, и нужно сделать точно так же. Ну и поэтому я вернулась в Москву вообще с большим знаком вопроса. Ну типа, где мне найти свободу? Почему, чтобы достучаться до аудитории, до слушателя, мне нужно сделать вот этот формат? И только после этого они будут со мной разговаривать. А потом получилось наоборот. В Инстаграме они начали со мной разговаривать без этого формата. И мы начали с ними общаться, и вдруг я подумала: о боже мой, я что, кому-то нужна? Ну, давай начнем вот с этого периода, когда ты вернулась из Лондона, да? С 16-го года. С 16-го года. Начала она с того, что записала альбом впервые вообще в истории и промонтировала его с помощью Инстаграма. Это был Инстаграм-альбом. Я была первым человеком, который сделал в Инстаграме музыкальные видеоколлажи. Для меня это был большим вопросом, почему до этого никто такого не делает. Кто это придумал? Я сама придумала. Именно музыкальные коллажи. Я сидела на диване, знаешь, я не сидела, я разлагалась вот так вот на этом диване, уже не выходя из дома сотни тысяч дней, как бы, и листала вот это. Я прям четко помню, это было что-то 5 или 6 утра, и вот я листаю этот Инстаграм, и там смотрю, там, не знаю, Ким Кардашьян, не знаю, зачем я смотрю на Ким Кардашьян, вот это, знаешь, вот это чувство, когда ты почему-то на ее странице или на чьей-то странице. И вдруг я думаю, что я делаю? На что я трачу свою жизнь? И в этот момент, знаешь, как бы такой свет, такая идея. А кто-нибудь сделал музыкальные коллажи в Инстаграм? И я такая начинаю искать, и вдруг я понимаю, что никто. Я говорю: в смысле? Да ладно, никто? Ну и тут мне пришло очень много энергии. Я уснуть не могла. И со следующего дня я начала делать, и меня в этом очень поддерживала сестра моя младшая, которая брала так, знаешь, швабру, ставила на нее вот так вот телефон, скотчем так перематывала, чтобы не тряслась камера, вот так держала. И я тогда еще не умела ставить свет, там, снимать, как я сейчас снимаю. А я ждала, как из окна дневной свет нормально ляжет на мое лицо, и потом можно будет снимать. Мама очень поддерживала, хотя мои друзья, знакомые, музыканты, они очень меня критиковали, потому что для них, как вот многие сейчас воспринимают ТикТок, как типа, в смысле? Вот тогда воспринимали Инстаграм. Типа, там же еще были ролики 15 Они были 15-секундными, я придумывала лупы. То есть как бы эта песня не заканчивалась, и человек мог реально бесконечно смотреть на этот видеоролик. И люди стали как сарафанное радио, реальное сарафанное радио, отмечать друг друга, и таким образом стала приходить аудитория. Я сначала делала каверы, потому что я очень стеснялась собственных песен, я в них совершенно не верила. И когда после всех этих шажочков в Инстаграм, я вдруг спросила: ребята, а если я на следующей неделе покажу вам свою песню? Они такие: о, круто, покажи. И я стала показывать им маленькие наброски, и они стали отвечать мне: ой, круто, а может быть, ты добавишь вот это или это. А потом я им вообще говорю: ребят, я хочу альбом выпустить, как мне его назвать? И пишут комментарии: может, ты назовешь его манускрипт? Потому что это то, что сделано собственными руками. А почему это сделано собственными руками? Потому что я ходила к классным музыкантам,
крутым ребятам-режиссерам, киношникам, и говорил: ребят, пожалуйста, снимите мне клип, или ребят, давайте сделаем что-то в Инстаграм, или ребят, мне нужны музыканты, чтобы написать песню. И они называли какие-то невероятные стоимости, вот такие вот дорогие гонорары, и я понимала, что я не могу себе этого позволить, и надо учиться самой. И я училась, как монтировать, Давай как вот снимать. на этом моменте про тех, к кому ты ходила, остановимся. У тебя были опыты сотрудничества с продюсером или хотя бы коннекта, когда ты приходила и говорила: ребят, помогите раскрутить, вот у нас там есть такая идея. Что это было? С кем ты разговаривала? Как они реагировали на это? Не, я не ходила к нашим топовым продюсерам в России. Ни к кому не обращалась? Нет. То есть надеялась только на себя? Я помню, что давно-давно, по-моему, Косте, да, Меладзе, мы показывали песни «Май»? По-моему, было Костя. Да, и он сказал, что «а зачем я ей нужен?» А вот так даже? Все, пусть, зачем я ей нужен? И все, мы больше не обращались никому из продюсеров, таких вот, ну, общепринятых продюсеров. Ты говорила, что тебе, вот сейчас упоминала, что тебе выкатывали какие-то цены там на записи, на все. Да. Я так понимаю, что у тебя все-таки был собственный бюджет на раскрутку своего проекта. Бюджета вот такого типа, вот у меня есть бюджет, и я столько потрачу, его не было. Была семья, мама, которая работала и давала мне, помогала с деньгами, потому что мое творчество Ваша семья занималась бизнесом? Нет. Или вы на эти деньги как-то планировали? Я не занималась бизнесом. Я просто к тому, что давай еще один миф прокомментируем, которым тоже забиты телеграм-каналы, что у тебя есть там тайный покровитель, что твой дядя Акмал Усманов, он оказывает тебе огромную финансовую поддержку, что, значит, тебя лоббируют и прочее. Расскажи вот как есть и что на самом деле. Ну, во-первых, за этим если кроется. люди начнут... мне кто-то скинул это псевдорасследование, и если даже нажать на ссылки, как они, типа, приводят доказательства, это липовые ссылки, типа, и они ведут не туда, куда должны вести, типа. Люди вам вешают лапшу, и вы в это реально можете поверить во все, что вам скажут. Это, кстати, была одной из причин, после которой я больше не верю тому, что пишут в СМИ. Прости, Алена. Но я честно, я больше вот то, что пишут про артистов, я делю на 250. Моя мама тащила на себе семью очень много лет. И когда я начинала свой Инстаграм, почему я вернулась-то из Англии? Потому что ни копейки не было, чтобы мне давать деньги там, в Англии, потому что было очень дорого. И я вернулась делать с нуля. У меня не было денег, чтобы пригласить топовых саунд-продюсеров в Москве, чтобы они сделали трек, потому что у них огромные гонорары. И да, у меня действительно есть дядя, его правда зовут Акмал, но он не финансировал вот эти вот написанные, сколько там, сиксиллиарды. Да, я бы, кстати, очень хотела, чтобы у меня был бы такой дядя, если вдруг кто-то хочет стать моим дядей, который может вложить в меня столько денег, обращайтесь. Сейчас здесь появится мой почтовый ящик, куда вы можете написать свое предложение и тест ДНК на родство. Но твои слова про дядю, что он тебе фактически стал больше, чем отец. Или потому как что Я читала моя это. бабушка так воспитала своих детей, мою маму и моего дядю, то есть свою дочь и своего сына так, что мы все с нуля шли, и у нас всегда все было общее. И до смерти бабушки все было общее, и после ее смерти все было общее. Мой дядя для меня был как отец, потому что моя семья не жила в традиционном браке, не развелись. Вот. И дядя, как мужчина, очень во многом меня воспитывал и объяснял, как вообще может быть. И поэтому я его называю, как он мне стал как отец. Вот ты говоришь про то, что у вас в семье все было общее. Это очень интересная на самом деле модель, потому что я еще накануне смотрела ваше интервью общее с мамой Надей, где вы рассказывали, что все, что у вас зарабатывается, вы складываете в один какой-то общий котел. Вот это удивительно. У нас Такого нет не вот этого представить. твое, мое, твое, мое. У нас такого нету. Ну, то есть, если я заработала какие-то деньги, да, я действительно их складываю в общий котел. Тогда из этих денежек можно помочь нам отправить сестре деньги, когда она во Франции учится. То есть, как бы мы друг другу все время помогаем. Нас так воспитали. И для меня, когда я стояла на сцене и увидела эти цифры, что мы едем, для меня в первую очередь было счастье, что моя семья сегодня может мной гордиться. Моя команда может мной гордиться. Потому что весь этот путь, его никому не докажешь, никто не шел с нами этой дорогой. Но я шла эту дорогу, и я знаю вообще цену этого пути, и знаю, как он дальше раскрывается, и что такое сегодня
делать свою музыку. Это непростой путь. Твоим главным продюсером всегда была твоя мама. Вот тебя не парило это, как молодую девушку, там, я не знаю, кто у тебя продюсер? А у меня вот мама продюсер. Но она для меня еще друг, моя подруга, мой союзник. Она с детства всегда была на равных со мной. И, знаешь, она мне все рассказывала, все как есть. Она меня не обманывала. За что и у нас как бы появились эти доверительные отношения, потому что она никогда не пыталась там что-то скрыть, потому что я маленькая, или там придумать себе миф в голове, что ну они же дети, им нельзя показывать вот это. Они же потом, вот условно, типа, им нельзя показывать геев, они все превратятся в геев, нельзя, это же бред. Ну, типа, понимаешь, как бы, моя мама всегда была очень открытая со мной. Это большое счастье, что ты можешь работать с людьми, которым ты доверяешь. Вот мои директора Майя и Саши, они, на самом деле, мы уже 15 лет идем вместе, и мы знаем друг друга очень хорошо, настолько хорошо, что аж страшно. И я точно знаю, что я могу им доверять в любой ситуации. Майя и Саша, это Майя Серикова и Александр Никитин, да. Как вы с ними познакомились, расскажи, потому что... Ой, это, кстати, прикол. Мы познакомились в мой день рождения. Тогда такой был вшивый продюсер с нами, не хочу называть его имя. Значит, вшивый продюсер? Да, так, который украл у нас все деньги и смылся. Блин, я дай знаю бог, чтобы его. у него все было хорошо. Да, этот вшивый продюсер не знал, что он делает, он знал только одно, как же украсть денег. А мы такие зеленые, такие, мы хотим петь музыку, мы хотим делать музыку. И моя мама, которая у меня ребенок, она поет, я хочу, чтобы она пела. Стоим на сцене с музыкантами, которые тогда со мной играли. Было 8 июля, был мой день рождения. И вот этот наш вшивый продюсер пригласил Майю Саш помочь. Потому что ясное дело, он вообще не справлялся. Я вообще не знаю, почему он продюсер. Вот. И я тогда впервые познакомилась с Майей Сашей. Они зашли в зал. Это на улице было, как будто бы, я помню, какая-то улица. В парке, да, это было в парке. Они зашли, и вот я помню очень ярко, у Майи Сериковой была красная помада. Вот. Ну, моя эффектная женщина. Моя эффектная женщина. Вот. И они зашли и слушали, как я пою. И вот с того момента они всегда слышат, в первую очередь, по-настоящему, что я пою через музыку, что я чувствую. У нас какая-то очень тонкая, даже, не знаю, вот даже слово «дружба» не подходит. Это как какие-то родственные уже отношения. И мы работали сначала над проектом «Рукола», и они очень помогали тогда. И просто, понимаешь, как бы в СМИ очень много всего пишут про то, как вот там это, то, сято, десятое, вот там «Рукола», меня там насиловали, убивали в этом проекте. Нет, на самом деле никто меня не насиловал, не убивал. Просто существовал формат, и были определенные правила, как я уже говорила. А я в целом была очень сложным подростком. И когда не горит у тебя душа, когда ты выходишь на сцену, не сработает. И все это начали понимать. И было принято решение, что мне надо отпускать свободное плавание, чтобы я нашла себя. И потом То есть мы общались, мы не сотрудничали. И вот в 2017 году мне позвонила Майя, когда я была в Нью-Йорке на каких-то съемках. И я как раз только выпустила свой первый альбом. И вот она позвонила мне и сказала, что настало время выходить в офлайн. Я говорю, как? Она говорит, не хочешь собрать ледовый? Ну, я подумала, она сумасшедшая. Но сказала ей, ну, давай. Типа, я бы в жизни не решилась бы на эту историю. И в итоге мы реально сделали ледовый. Вот сейчас за кем у вас последнее слово в каких-то глобальных, не знаю, творческих решениях? Очень опасный вопрос. А вот очень интересно. У нас это последнее слово через слезы, крики, потом любовь, обнимаемся. Ну, конечно, мама решает в итоге в последнюю очередь, что в итоге да или нет. То есть как мама скажет, да, так и будет. Скажи, мама, чем пожертвовала своей жизни ради Ничем тебя? не пожертвовала своей жизни. Не принято для меня лично воспринимать. Я ее не воспринимаю как человека, который пожертвовал. Как бы она не жертва. Она делала то, что она хотела делать. Да, был в ее биографии период, когда ей приходилось выживать. Как приходится выживать огромному количеству женщин в нашей стране. Когда ты думаешь не о том, как бы похудеть, а о том, как бы прокормить своих детей. Когда ты не думаешь вообще даже не думаешь о том, о чем ты мечтала и что ты хотела, потому что у тебя есть сейчас
суровая реальность, в которой бы просто был бы кусок хлеба на столе. Моим родителям пришлось, когда бежать от войны в Таджикистане, будучи супер успешными, креативными ребятами, они были в моем возрасте, в котором сейчас я нахожусь, им пришлось отказаться от всех своих целей. От каких? Мама была прекрасным дизайнером. Она мечтала работать в ООН. Она мне даже такое рассказывала, ей даже предлагали тогда на тот момент работу. Она была очень активисткой, знаешь, это все. Папа был врачом очень хорошим, и карьера прекрасно складывалась. То есть, в принципе, был виден уже вот этот пик, когда к чему можно прийти, к каким заработкам и как может складываться твоя профессиональная карьера. А потом все оборвалось из-за войны. Потом все то, что до этого строилось, исчезло. Ты помнишь вот этот момент? Сколько тебе лет было тогда? Я была совсем малютка. Ну, прям вообще малышка. Там, годик, наверное, был от силы. Годика 2. Я не помню. Ты этого ничего не помнишь? Я войну помню по рассказам родителей. Какие-то эпизоды почему-то я помню. Какие-то картинки. И то я не могу понять, это я помню, или это в детстве мне рассказывали, и у меня это осталось картинкой. Вы переехали в Россию. Да, мы переехали в Москву. Москву. И ты пошла, не знаю, в садик или в школу в российский? Детский сад. Детский сад. Да. Вот скажи, сначала в детский сад, потом в школу. Скажи, как к тебе относились сверстники? В школе? Да. Ну, в целом нормально. Я просто все время себя чувствовала не в своей тарелке. У меня были другие ментальные ценности, они не сходились на тот момент с моими одноклассниками. Я никогда не была, как-то вот этот дебош я не устраивала. Я после уроков возвращалась домой, сидела дома. Я не гуляла ночью с одноклассниками, не сидела в подъездах. Мне не разрешали, и как бы я находила другие способы развлечения дома. Собственно, способ под названием музыка появился в моей жизни. Из-за национальности тебе не было какого-то, не знаю, дискомфорта или какие-то были в твой адрес слова тех же одноклассников? Что-то Нет, ты переживала? были слова, и были и оскорбления, было часто, когда человек не подозревает, что он как бы оскорбил. Вот это типа нормальная фраза. А ты вот из Узбекистана или из Таджикистана? Просто вы все на одно лицо. И как бы в целом это, и ты такой, нет, я из Таджикистана. Вот, то есть ты привык уже отшучиваться на эту тему. То есть это твоя такая защитная реакция. Но опять же, я тебе серьезно говорю, до как бы ситуации с Евровидением, я думала, в моей жизни был расизм. Но сейчас я понимаю, что его не так много было, как сейчас я увидела. Как ты думаешь, почему сейчас в России к представителям Средней Азии такое отношение? Все мы знаем, там, кто работает в Uber, в Яндексе, курьеры. Как думаешь, почему вообще они заняли вот нишу вот этих вот всех профессий? Нет хорошей жизни. Так происходит. А ты хочешь, чтобы я тебе ответила, почему к ним относятся как? Почему к ним относятся вот так? Все мы знаем как. Типа, вот там этот приехал. Как знаешь, у меня многие знакомые даже коллекционируют скриншотами имена, например, этих бедных водителей, которые к ним приезжают. Всячески подсмеиваются над этим. Что с этим можно сделать? Я не думаю, что они являются причиной, они являются следствием. Причина в том, что наша способность относиться неуважительно к людям, она связана с тем, что мы к себе относимся неуважительно. Она связана с тем, что к нам отнеслись когда-то неуважительно. Я не буду за всех отвечать, почему люди так относятся. Действительно, я не хочу выставлять всех этих ребят жертвами, потому что они приезжают, они работают, это их тоже зона ответственности, и они также должны и образовываться, и стремиться. И я видела, как это происходит, и в моей жизни это было. И я ни в коем случае сейчас не говорю это типа с высоты какой-то. Нет, просто я хочу сказать всем, что неправильно к людям так относиться. Я верю, во-первых, в бумеранг судьбы. Я знаю, что то, как мы живем сегодня, не значит, что мы будем жить так же завтра. И в какой-то момент жизни мы спокойно можем оказаться
можем поменяться местами, знаешь, и это неприятно, если мы не научимся сочувствию, если мы не раскроем внутри себя любовь, которая в каждом человеке есть, общество не будет лучше. Скажи, а поэтому ты стала послом доброй воли вот по как раз-таки защите прав беженцев? Ну, это одна из причин в том числе. И ты знаешь, мы с УВКБ ООН уже на тот момент сотрудничали около года до назначения. А до этого в моей семье всегда присутствовало правило помогать. И бабушка всегда говорила, что когда что-то происходит невероятное в твоей жизни, не знаю, удача, счастье, то в этот момент нужно уметь делиться. В этот момент нельзя забывать о тех, у кого сейчас сложный период. И в качестве благодарности Богу, Вселенной, как кто это может называть, помоги человеку. Сделай пожертвование, не знаю, не пройди мимо, когда кто-то лежит на улице, не знаю, поговори просто с кем-то. Просто узнай, как у кого дела. Как ты сама помогаешь? Вот в чем заключается эта помощь, в чем заключается твоя деятельность? В целом? Да, ну вот этому вот посла доброй воли. Так ты говоришь? Пост, держу пост. Это что-то адресное. Ты решаешь конкретные проблемы людей. Ты знаешь это этих и людей. адресная, и идеологическая помощь. Когда я транслирую через свою музыку важные сообщения, через свои посты. Это взаимодействие с людьми, которые находятся сейчас в тяжелой ситуации. Во время пандемии, благодаря УВКБ ООН, у нас был прямой доступ к реальным семьям, которые нуждались в финансовой поддержке, у которых просто еды не было, и мы знали, чем конкретно мы можем помочь, и помогали. Да нельзя, короче, определять помощь в какую-то категорию. Это просто, мне кажется, какая-то базовая история. Не пройти мимо и сделать что-то. Я не могу просто так говорить, ну знаешь, как бы я могу тебе официально сказать, что я тебе скажу официальную речь, скажу тебе, что для меня назначение — это огромное счастье, и я горжусь этим. Для меня назначение — это крутая возможность делать еще больше, потому что действительно это становится официальнее, и действительно люди по-другому реагируют, и просто масштаб становится больше. И я счастлива этому. Неофициально могу тебе сказать, что моя главная боль внутри — это поддержка детей беженцев, детей приезжих, потому что никто из них не выбирал то, куда они едут, то в каких обстоятельствах и условиях они будут дальше жить. И вот мне хочется своими поступками, своей деятельностью помочь им чувствовать себя чуть легче, чтобы немного облегчить их путь. Но они могут гордиться вот таким замечательным человеком, как надеюсь. ты, который нифига себе на Евровидение едет, послушай. Ну, видишь, ты им подаешь пример. Для меня вся эта история с Евровидением, правда, это в первую очередь возможность быть примером для других. Не только, кстати, для девочек и мальчиков, беженцев и приезжих. Это еще для любого человека, который не должен переставать верить в свою мечту. Очень интересный факт твоей биографии — это история с твоей прабабушкой, которая... Прабабушка, да, с папиной стороны, которая скинула паранджу. Которая первая сняла паранджу и заявила... Не сняла, а скинула. Скинула. Расскажи об этой истории. У нее было 2 брака. Да. В общем, сильная очень была она. Да, и еще одна тема, которая тебя волнует, я заметила, что ты о ней часто говоришь, и даже делала приложение, по-моему, для... Сил-сила. Да, сил-сила. Это домашнее насилие. Почему эта тема тебя так взволновала в свое время? Ну, она волнует не только меня. Видишь, раз они до сих пор говорят, то это очень актуальная тема до сих пор для всего мира. И сколько бы они ни говорили, к сожалению, до сих пор, я не хочу говорить мало, что изменилось, многое изменилось, но это не исчезло из нашей жизни. Это что-то связанное с твоей семьей? Это какая-то история? Это связано с близкими, это связано с подругами, в чьих жизнях я была, значит, случайным свидетелем и видела, какой ад они проходили. И то, как они боялись сказать об этом своим родителям, хотя, казалось бы, родителям.
стеснялись об этом сказать себе и вообще уйти из этих отношений. Для меня это был шок, потому что, а что делать дальше, куда обращаться, какие есть центры помощи, какая существует система помощи. И я стала это изучать и видеть, что у нас действительно в России есть центры, которые помогают, их, к сожалению, мало, их мало. И моя цель, говоря о проблеме домашнего насилия, это напоминать нам всем друг другу, во-первых, не бояться менять свою жизнь, знать, что есть люди, которые могут вам помочь, существует юридическая и психологическая помощь. И третье, было бы здорово, чтобы был принят закон, который будет защищать женщин от домашнего насилия. Закон о декриминализации домашнего насилия. Ну и чтобы сформировался действительно закон системы защиты и помощи женщин и детям в ситуации домашнего насилия. Это защита после, когда женщина уходит из этих отношений. Ведь существует масса историй, как именно после того, как они уходят, многие мужья их убивают и преследуют. И поэтому это... Сделать шаг, выйти из отношений — это лишь первый шаг. Впереди еще много сложностей, и у нас нет той системы, которая может защищать. Тебя саму лично это касалось когда-нибудь? Меня лично нет. Я читала о случае, когда ты рассказывала, как до тебя домогался какой-то мужчина в метро. У меня была история со мной лично связанная в 15 лет, когда до меня домогались в общественном транспорте. Я просто не знала, что это такое. Я просто очень сильно испугалась. Я вспомнила эту ситуацию. Вот видишь, сейчас могу улыбаться, типа реально ржать, потому что мне было лет 15, когда это случилось. Я в 15 лет поступила на первый курс университета, и вот я такая классная, ездила в РГГУ, и в час пик не первый раз меня трогали за мое тело, за мои гениталии. И первый раз, когда это случилось, я очень сильно испугалась. Потому что я не смогла ничего сделать. Ну, типа, я не смогла в этой толпе людей крикнуть или оттолкнуть от себя. Я просто как заморозилась, знаешь, типа, я не знаю, почему я так сильно испугалась. А я потом поняла, я вдруг испугалась осуждения других. Представляешь, на каком... Осуждение других, то есть не... Это на такой степени живет в нашей голове, что если ты скажешь, что до тебя домогаются, то тебя будут за это еще осуждать. Мол, что ты юбку такую надел? Ну, конечно, правильно, что до тебя домогаются. Вот это вообще суперпозиция. Сколько лет тебе было? 15. 15. Да, я очень сильно испугалась. Потом это повторилось в моей жизни. Я ничего не сделала. И я так отвратительно себя чувствовала, потому что я ни с кем не могла поделиться этим. Понимаешь, я потом, когда стала постарше, когда увидела примеры вокруг себя женщин, которые умеют противостоять в своей жизни насилию, когда я и домогательствам, когда я стала видеть, что происходит за рубежом, и вся эта волна МeToo, она меня действительно вдохновила, и кто бы как бы ни хаял эту волну, я могу сказать, что она очень многим женщинам дала силу и веру в себя. И когда в моей жизни это повторилось после всего этого, я оттолкнула этого чувака, и он так испугался, что он выбежал вот так вот просто на следующий станцию. Он убежал куда-то вдаль. И что, вдаль. закричал, убивают? Ну, типа, он так испугался, что все вокруг на него стали смотреть, а я просто его оттолкнула и сказала: не смей трогать меня. И вот он выбежал, так же, как я тогда выбежала. Вот это приложение, в создании которого ты участвовала, «Сила». Что сейчас с ним происходит? Оно также работает, оно развивается. Более того, в 2020 году мы с мамой начали работу над созданием собственного НКО «Сила», который будет нацелен на помощь женщинам с традиционной восточной ментальностью в ситуации домашнего насилия. А какие проблемы у женщин с традиционной вот этой вот ментальностью? Ты знаешь, я вижу такую главную проблему — трудности перевода. Что мы все ментально разные. И порой психологические практики и помощь не подразумевают под собой ментальные особенности человека. И поэтому там среди восточных женщин существует... Ну, давай на примере меня. Для восточных женщин я ярая феминистка и где-то даже джаляп я могу назвать. Для славянских женщин я слишком аккуратничаю с феминизмом, что могла бы быть и поактивней.
Вот. И получается, что как бы я не понимаю, какой мне нужно быть, чтобы меня понимали. А вот представь, что девчонки, которые с восточной ментальностью, как они боятся феминизма, для них это ощущение, что феминизм — это только про волосатые подмышки, какой-то агрессивный посыл. И что их вряд ли поймут, потому что очень многие смотрят на жизнь восточных девочек как на дикость. Типа, в смысле ты так живешь? В смысле ты ему позволяешь? Ну, конечно, ты позволяешь ему с собой так разговаривать, тебе надо срочно разводиться и так далее. И они живут с другими ценностями внутри. И, во-первых, нам всем нужно уважать ценности друг друга, а не смотреть на них как на дикость. И наша задача — это создать методологию, которая будет учитывать ментальность человека, и на языке его ментальности на самом деле сказать те же самые слова, что он неуважительно к тебе относится. Тебе нужно выходить, например, из этих отношений. Или же, если ты не хочешь, то тогда давай мы будем с тобой проходить вместе терапию и медленнее к этому идти, но на твоем ментальном языке. Не могу не задать тебе вопрос, кто будет главной твоей поддержкой в поездке на Евровидение предстоящее. Я знаю, что ты не любишь эти вопросы, избегаешь их. Ален, Ну расскажи, почему, не знаю. Давай спрошу тебя по-человечески. Влюблена ли ты сейчас, и есть ли у тебя кто-то? Да, я очень влюблена. Я не знаю про это. Я первый раз это от тебя сейчас узнала. Вот это ты конспиратор. Пора за тобой слежку отправлять. Не дай бог, пожалуйста. Почему? А кто этот человек? Ну, это очень хороший человек, и я влюблена. Этого достаточно. Взаимно? Да. Это так классно. Как же узнать, кто это? Ну, что ты сразу так? Хорошо, он поедет с тобой на Евровидение. А вот как ты узнаешь, да? Ты же тоже едешь. Ждите эксклюзивный репортаж Алены. Все, до этого как бы я понимаю, что твое желание сохранить свою личную жизнь в тайне от публичных глаз, но уже потом, извини, ничего не обещаю. Слушай, вот я сейчас еще раз убедилась, что личную жизнь все-таки надо прятать. Знаешь почему? Потому что люди же, вот ты видела все эти страшные расследования, которые псевдорасследования высылают и пишут. Ну, правда, как бы люди порой так любят все перевирать и переворачивать. И я-то выдержу это. Но я же не знаю, как выдержат это там мои близкие или там мой молодой человек. То есть я правильно понимаю, что молодой человек просто сам не хочет, поэтому ты так оберегаешь? Это наше обоюдное согласие, что мы не хотим рассказывать про нашу личную жизнь и говорить об этом. Подойдет все равно какой-то день, подойдет время, когда ты не сможешь это скрыть. Интересно, как? Очень интересно, Алена. Не сможешь это скрыть? Ну, в смысле? Прыщ больше на нас устанет или что, я не знаю. Нет, ну в смысле, ты приедешь на Евровидение, а вдруг там что-то, я не знаю, произойдет, а победишь, что вы там, и ты от счастья не побежишь там с ним куда-то. Куда? Так побегу куда-то сразу в номер, да? Я все-таки хочу спросить хотя бы деталь. Насколько серьезны ваши отношения? Делал ли он, не знаю, там, предложение, или вы еще пока просто у вас стадия там конфетно... Я ничего не буду тебе рассказывать, не буду. Как часто в своей жизни ты серьезно влюблялась? Я не часто влюблялась по-настоящему. Я творческий человек, конечно, я там могу, типа, знаешь, так вдохновиться или там питаться какой-то, но вот любить, если я люблю, это серьезно, это надолго. А какими были вот все-таки эти твои отношения? Ну, расскажи что-то про первую любовь, расскажи. Что ж ты сразу все прям это закрылась, и все, от тебя больше ничего не буду рассказывать. Ну, расскажи ничего. про первую любовь хотя бы. Кого ты влюбилась, когда вот маленькая была первый раз? Ой, я помню, этот мальчик, он играл в бременских музыкантах, бременского музыканта. Я была просто по уши в него влюблена, и вдруг мне предложили тоже роль в бременских музыкантах. И Кого? Я все мечтала сыграть вот эту принцессу. Ага. И вот представляешь, что впервые в жизни моя мечта не сбылась. И кого ты в итоге? Разбойницу. Разбойницу. А он кого? Вот Просто этого, музыканта, да? Нет, трубадура. Трубадура. Да. Чем закончились ваши вот... Ничем. Вообще ничем. Он так и не узнал, что я влюблена в него была. Мам, он же сейчас узнает! Зачем ты это сделала? Боже мой, какой кошмар какой, Алена. Все, я ухожу. Хорошо, тему личной жизни мы красиво завершаем. И в конце, конечно же, я не могу не спросить тебя, смотрела ли ты
песни участников Евровидения этого года. И кого для себя отметила? Кого считаешь для себя основным конкурентом? Я тебе честно скажу, я не все посмотрела. Мгм. И я не воспринимаю всех участников конкурентами, потому что я в целом к этому конкурсу отношусь не как к конкурсу. Не потому что, типа, они все мне не конкуренты. Нет, там полно очень крутых ребят, которые намного сильнее меня. Просто я не хочу на это тратить свое время. Ну, кто тебе понравился просто? Ты же слышала песни? Вот мне, например, «Швед» понравился. «Швед»? Я эту песню прям постоянно, она у меня в плейлисте. Какой трек был? «Турсе». «Million Voices». Voices, Voices. Вот это вот. Я не видела его. Зайди в YouTube. Я зайду. Напиши плейлист Я Евровидения. живу в таком сейчас режиме эти 3 недели, что я реально с удовольствием хочу сесть и посмотреть все видео с Евровидения искренне. Но просто не получается пока что физически. Знаешь, многие вообще, кто едет на Евровидение, говорят, что они абстрагируются, ничего не видят, не слышат, не смотрят специально, чтобы настроиться, чтобы выступить. Как настраиваешься ты? Как ты себя готовишь? Вот сама. Ты знаешь, мы когда к чему-то ответственному готовимся, мы всегда находим какую-нибудь причину, которая нас нервирует. Там типа, боже, все увидят мой живот. Или там в зале сидит моя первая любовь, и боже, что мне делать? Он же меня сейчас увидит, и это конец. А если я возьму ноту неправильно? И вот, или там, например, о боже мой, тут вот сидят все самые мэтры искусства, и вот они сейчас меня будут оценивать. Но не первая любовь, не мэтры, не твой животик прекрасный. Это не аудитория, которая будет смотреть на тебя. И не позволяй себе спотыкаться об эти вещи. Потому что твоя цель намного больше. Вот именно эти слова я себе говорю каждый раз. Потому что я наслаждаюсь, когда я вижу человека, который занят своим делом, и он просто счастлив. И я счастлива, что я занимаюсь своим делом, и я не хочу, знаешь, как это... Я не хочу переставать улыбаться, потому что люди, увидев это, они поймут, что я сейчас переживаю за своего животика. Или кого-то в зале. А я улыбаюсь, потому что я прямо здесь сейчас наслаждаюсь своим делом. На этом Евровидении будут жесткие ограничения. Ты наверняка о них знаешь. Связанные с пандемией, со всеми вот этими делами. Скажи, ты вакцинировалась уже? Я еще не вакцинировалась, но я планирую. Спутником? Ну да, наверное, спутником. Ты не болела, у тебя Я не нет болела, антител? нет антител. И вся ваша команда тоже, соответственно, будет вакцинирована, потому что... Ну да, потому что мы же понимаем все, что если, не дай бог, у кого-то подтвердится ПЦР, и это сразу повлечет не самые приятные последствия. Это карантин всей команды, и мы будем сидеть в отеле 2 недели. Не говоря уже о том, что мы не выступим, не дай бог. Пить вино. Нет, ты знаешь... Со мной. Да? Это, кстати, неплохо, слышишь? Отличная идея. Маниш, тебя ждет огромное внимание со стороны европейских СМИ, которые будут присутствовать на Евровидении. И я знаю, что сейчас уже ты даешь массу интервью, и BBC, и Guardian, и кто там только в очереди не стоит. Как уж ты у меня появилась, я не знаю, я тебе говорила. Что ты такие вещи говоришь вообще? Кокетничает, это на комплимент, да? Мне очень интересно, какой самый частый вопрос они тебе задают, европейские СМИ. Кто такая русская женщина? Как ты им отвечаешь? Та, которая умеет любить, знаешь как? Безусловно. Вот просто безусловно. Та, которая героически будет терпеть. Героически, потому что она героиня. Та, которая на своих плечах может перевернуть мир. Вчера заходила на сайт букмекеров Евровидения, которые там делают ставки. Посмотрела, Россия на 13-м месте. Ты видела вообще? Не видела. Нет? Как ты сама к этому относишься? Что не в топах, а на 13-м вот пока? Нормально. Ну, типа, правда, нормально. Не обидно тебе, ты не переживаешь из-за Нет. этого? Кстати, рядом с вами как раз-таки вот за Россией следуют Молдова и Филипп Киркоров с Натальей Гордиенко и с хитом «Шугар». Как ты вот оцениваешь их работу? Мне интересно. Потому что у вас настолько диаметрально противоположные вообще номера и песни, совершенно разный подход к конкурсу. У них более традиционный, стандартный, у тебя креативный. Ну, это, как говорит Филипп Бедросович, Dream Team. Это их такой очень, как
позитивное видение, очень веселое видение. У них очень часто вот такие яркие номера, перформансы. И мне кажется, у Натальи он так сам перформанс. Ну, тебе самой нравится эта песня, скажи? Ну да. Танцуешь под нее? Нет. Не, ну в смысле, классная песня, но типа почему нет? И я не слушаю ее каждый день, но я ее услышала, она мне не вызвала никаких негативных ощущений. Я, когда опять вернемся в тот день, когда тебя объявили, что ты едешь на Евровидение, на национальном отборе, увидела, как к тебе подошел Филипп после вот этого объявления и сказал: вот видишь, девочка моя, я приношу удачу. Я знал, я за нее болел, я за нее очень болел. На самом деле слова большой. Давай, удачи тебе. Встретимся в Роттердаме. Что он имел в виду? Он мне сказал очень приятную вещь, на самом деле. Когда я на репетиции спела песню, и спускалась в зал, он меня взял за руку и сказал: твое время пришло, Манижа. И я такая: да? Он такой: да. Иди и рви всех. Практически как осьминог-предсказатель из вот этого. Наш личный. Слушай, ну даже есть 13-е место. Ну, типа, у Алла Борисовна Пугачева тоже ездила. Это что сделала Алла Борисовна Пугачева хуже, что ли? Заняла 15-е. Да, там... И, кстати, сегодня у нее день рождения. Да. Вот в день, когда мы выходим. И я знаю, что ты одну из песен Аллы Борисовны включила в свой концерт. Можем ее поздравить. Алла Борисовна, я вас очень сильно уважаю и люблю. И благодарю, что, смотря на вас, мне кажется, что все возможно. Спасибо вам за зеркало души, потому что оно до сих пор зеркало нашей души. Последний вопрос. Представим, что уже мы, значит, в мае с тобой вместе в Роттердаме. О, Боже. Проходит конкурс. Не будем загадывать, какое место ты там займешь. Что ты сделаешь первым делом вот после того, как все это пройдет? Я не знаю, Ален, я не знаю. Честно, я знаю, ты хотела классный вопрос с классным ответом. Да, я очень хотела красивое, что вот там я, не знаю, поеду в романтическое путешествие, там, или я не знаю. Честно говоря, для меня это начало работы только. Я очень хочу поехать в тур. Выпустить альбом. То есть я точно знаю, что после Евровидения у меня нет ощущения, что я хочу там поспать. Типа. Не, ну я посплю, но у меня как-то больше сил и больше целей появилось со всеми этими возможностями, которые сейчас передо мной открылись. Я тебе желаю еще больше сил. Спасибо. На все. Знаю, что ты сейчас переживаешь, как у тебя ни на что нет времени, поэтому спасибо тебе огромное и всей вашей крутой команде за то, что уделили время и приехали ко мне полным составом. Спасибо. Спасибо, Леночка. Так, ребята, прямо сейчас, вот в эту секунду подписываемся на канал Супер, ставим лайки. Ну, дизлайки тоже можете ставить, нам только это даст рейтинги. Что еще? Пишите комментарии и с удовольствием смотрите интервью со мной у Алены, блин. А вот как раз у нас в кадр заходят действующие лица. Команда Майя Серикова, Женщины России. Надя дорогая. Да. Спасибо, что приехала. Привет. Надя и Майя, и Манижа. Идите все сюда. Борются, борются, все по кругу борются, да не молятся. Сын без отца, мать без отца. Давай.